Всем привет! Как ваши дела? Как ваше настроение? В сегодняшнем ролике будем говорить о колене, насколько нужно согнуть колено и почему. Я вам прямо сейчас озвучу градус сгибания и для чего это вам нужно. Достаточно много, я считаю, что поступают комментариев от вас по поводу того, насколько же все-таки нужно согнуть колено после операции. Вот, и поэтому сейчас я вам все это расскажу, насколько и почему. И также вначале я бы хотела вам показать, как в домашних условиях, вернее, я уже показывала, да, несколько раз, но не все смотрят, конечно же, прошлые ролики. Я вам просто покажу примерно, чтобы вы могли понять дома, да, без гониометра, без вот этого специальной линеечки для измерения угла сгибания, чтобы вы могли примерно понять, да, вот сейчас, после просмотра моего ролика, насколько примерно сейчас у вас сгибается колено. Значит, вначале, да, вот еще сейчас я вам покажу, да, на себе, как измерить угол сгибания колена дома, по поводу того, насколько нужно согнуть колено, какое максимальное сгибание колена, это 140 градусов, да, но мы всегда, большое но мы всегда сравниваем со здоровой стороной, со здоровым коленом, потому что бывают люди, которые просто физиологически так устроены, что у них сгибание не 140 градусов, а, допустим, 125 сгибание колена, и это для них максимальное сгибание в коленном суставе. Да? То есть мы всегда сравниваем оперированную либо травмированную сторону колена со здоровой стороной и стремимся всегда к такому же сгибанию, как и со здоровой стороной. А опять же, это может быть, как я уже и сказала, и 125 градусов, и 115 градусов, и 130 градусов, но не всегда, далеко не всегда это вот эти идеальные 140 градусов сгибания в колене. Если у вас не было никакого иного предостережения, либо рекомендации со стороны врача, то мы всегда в период реабилитации стараемся согнуть колено, то есть примерно так же, как сгибается здоровая сторона. Единственное, там есть исключения иногда, некоторые протезы, они, в общем, для некоторых видов протеза, так можно сказать, да, угол сгибания, там он ограничен. Допустим, 110 градусов сгибания, но не обычно, а всегда врач должен всегда вас предупредить, что, допустим, вот с вашим протезом, который у вас стоит, ваше сгибание это 110 градусов, больше дальше не гнить. Вот это, наверное, единственное исключение. Во всех остальных случаях мы стремимся к максимальному сгибанию по сравнению со здоровой стороной. Итак, как же измерить сгибание колена дома? Показываю вам на своих ногах. Сидите на стуле, вот, да, стул, садитесь на край стула, вот, на край стула. Смотрим ваши, вот так вы сидите на крае стула. Если у вас пятка находится ровно под коленом, это 90 градусов сгибания в колене. Если вы не можете поставить пятку под колено, то есть, там примерно 10 сантиметров до того, чтобы подтянуть пятку под колено, вот примерно вот так вот, да, это у нас примерно 65-70 градусов сгибания в колене. Да, поехали дальше, это 90 ровно, да, пятка под коленом. Далее, если вы, сидя на крае стула, можете подтянуть пятку и, спроецировав пятку, сидя на крае стула, вы видите, что пятка у вас находится под уровнем ягодиц, примерно середина ягодиц наших. Вот. Это наши заветные 110 градусов сгибания в коленном суставе. Почему говорю заветные? Потому что это минимум. Считается функциональный минимум, то есть градус, при котором вы можете делать всю активность, все движения, в общем-то, в повседневной жизни. Итак, поняли, да? Я думаю, каждый сел и каждый посмотрел
насколько у него примерно сгибается колено. Напишите, кстати, под данным роликом, мне очень интересно, насколько у вас примерно сгибается колено. Почему? Сейчас я вам озвучу, почему нужно согнуть колено на тот или иной градус и что это вам дает в повседневной жизни. Напомню также, да, что разгибание, если мы возьмем коленный сустав, то у нас там два движения. Это сгибание и разгибание. Именно в коленном суставе. Да? Так вот, сгибание, понятно, да? Разгибание, это должно быть 0 градусов разгибания, чтобы ходить не хромая. Потому что в момент отталкивания ноги от земли у нас должно сохраняться 0 градусов разгибания в колене. Если этого разгибания нет, вы будете хромать. То есть 0 разгибания нам нужен только для того, чтобы ходить не хромая. Сгибание по градусам. 60 градусов сгибания в колене вам нужно, чтобы ходить. Подниматься по лестнице – это 80 градусов сгибания в колене. Имеется в виду подъем по лестнице, чередуя ноги. Это 80 сгибания в колене, да, даже не 90. Далее, садиться и вставать со стула, сидеть за столом, как обычный нормальный человек, да. Это 90-100 градусов сгибания в колене. Чтобы сидеть обычно, да, вот как мы автоматически сидим за столом, это 90 градусов сгибания. Чтобы сесть и встать, особенно чтобы встать, вам нужно 100 градусов сгибания в колене, потому что в момент, когда мы встаем, чтобы как бы нормально, да, встать так, как встают все люди, мы обычно немножко должны согнуть колени, да, то есть пяточка немножко вот так должна отойти назад, вот под уровень, под начало ягодиц. Вот это как раз таки будет 100 градусов. Обычно мы этого не замечаем, да, но обычно мы все так делаем. То есть это 100 градусов именно в момент вставания. Далее присесть на корточки, да, то есть коснуться пяточками, коснуться ягодицами пяток. Это примерно 120 градусов сгибания в колене. Далее, чтобы бегать, я не знаю, насколько для вас это важно, но тем не менее я также это озвучу, да. Для бега нам нужно 135-145 сгибания в коленном суставе, то есть полное сгибание в колене нам нужно фактически только для того, чтобы бегать. Из этого всего списка, который я вам озвучила, в реабилитации считается, что минимально нужно добиться 110 градусов сгибания в колене. Именно чтобы спускаться по лестнице, чередуя ноги. Это 110 градусов. Потому что, ну согласитесь, в реальной жизни после травмы либо операции в коленном суставе мало кто занимается бегом. Поэтому, в общем-то, в реабилитации, если только человек не попросит, пациент, вот что конкретно, да, я хочу вот бегать, я бегаю, для меня это важно, пробежки по утрам, тогда, да, мы будем там добиваться полного сгибания 130-140 градусов. Если нет, то, как правило, это минимум 110 градусов сгибания колена, чтобы человек мог спускаться по лестнице, чередуя ноги. И, в общем-то, досье закрывается, и пациент отправляется с дальнейшими упражнениями, делать их дома, сам себе, как хочет, но уже никто не настаивает на том, чтобы он добивался большего градуса сгибания. Но в идеале, да, это, конечно же, всегда стремитесь к тому, чтобы добиться полного сгибания колена по сравнению с вашей здоровой стороной. Прощаюсь с вами, пишите свои комментарии, задавайте вопросы. До следующих роликов. Всем пока!